Всем привет, народ! Вы на YouTube-канале Steinhaus. Сейчас будем проводить эксперимент, кто из этих двух зажигалок дольше будет гореть и кто после этого всего вообще выживет. Вот, давно меня просили сделать этот эксперимент. Вот сейчас будем проверять. Значит, Zippo вот в таком латунном корпусе. Это серия Armor с более утолщенными стенками корпуса. Это все отличия. Значит, вата везде свежая, фитили свежие. Сейчас будем заполнять бензином, зажигать и смотреть, что будет происходить. Имка тоже вата свежая, фитиль поменен на зиповский фитиль. Вот. Кстати, вы прямо сейчас можете поставить на паузу и написать в комментариях свои предположения, кто дольше прогорит и кто выживет после всего этого. Может быть, они оба выживут. Может быть, ничего с ними плохого не произойдет. Просто говорят, что от долгого горение может перегреться вот это колесико, металл отпустится и оно перестанет высекать искру. Вот. Если в Zippo конструкция совсем простая, то в имке все-таки есть, помимо самого колесика, есть хоть какой-то примитивный, но механизм. Посмотрим, что с ним произойдет. Кстати, у меня есть видео, где я пытаюсь вскипятить кружку воды на вот этой зажигалке, но не на целиковой, а на одной вот этой внутренней свечки. Кто еще не видел, ссылка на видео будет в описании под видео. Вот. Ну а сейчас будем смотреть, что произойдет с целой зажигалкой. В общем, заправлять буду вот таким бензином Рояль. Заправлять буду через шприц 8 мл в каждую зажигалку. Хотя в имку я не знаю, войдет ли столько. Посмотрим, сколько в нее войдет, и тогда будем уже в Zippo заливать, потому что в Zippo 8 мл у меня входило точно, а в эту я еще не пробовал. Так. Так, вот в общем есть ровно 8 мл. Давайте заливать зажигалку. Так, больше сюда не лезет, уже фитиль стал влажным, да и здесь видно, что уже переизбыток бензина. Вот, сейчас ровно столько же зальем в Zippo. Так, имка заправлена, и вошло у нас 1, 2, 3, 4, 5 мл и еще полделения. Сейчас ровно столько же будем заливать в Zippo. Так, вот столько же у нас оставалось от заправки имки. Все, зажигалки заправлены равномерно. Сейчас будем переходить уже к самому испытанию. В Zippo, конечно, входит бензина побольше, чем в имку, вот, но для испытания нужно равномерно заправить обе зажигалки. Так, ну что ж, зажигалки заправлены. Переходим к тесту. Ну что ж, зажигаем наши зажигалки, ставим и смотрим, что будет происходить. Приоткроем поддувало на имке. Вот. Не советую, кстати, это повторять у себя дома. У меня все это происходит под полным контролем. Вот. Видео я немного ускорю, чтобы слишком долго все это не смотреть. Это по времени занимает около 20 минут. В уголке будет таймер. Первое — это часы на таймере, второе — это минуты, третье — секунды, и в конце это миллисекунды. Вот, по таймеру можно будет посмотреть, в какой момент времени погасли зажигалки и сколько всего времени это заняло. В течение всего времени пламя на Zippo постоянно дергалось, на имке же пламя стоит, даже не колышется. Дальше огонь на имке стал подниматься выше, пламя начало становиться сильнее, сверху пошла копоть. А на Zippo в течение всего времени пламя стояло равномерное. К концу, конечно, начало угасать. Ну ладно, давайте досмотрим до конца и подведем итоги.
Так, ну что ж, наши зажигалки потухли. Так, Зипа немножечко уже подостыла, успела остыть. А имка еще горячая, руками не возьмешь. Так, посмотрим, что у нас с Зипой. Вроде бы все в порядке, даже зажигается. Какие-то остатки паров еще даже горят. Так, имка слишком горячая, чтобы взять ее руками. Сейчас что-нибудь придумаем. Зипа пытается еще гореть. Что-то еще там осталось. Так, возьмем тряпочку. Сейчас зажжем и имку. Так, берем имку в тряпочку. Сейчас попробую закрыть крышку и зажечь зажигалку. Загорится она или нет. Так, зажигалка загорается. Какие-то пары там еще остались. Ну, мы уже видим, что колесики нормально работают, зажигалки остались в рабочем виде. Сейчас будем их открывать, смотреть, что там внутри. Так, имка погасла, Зипа тоже что-то уже пыхтит. Еле-еле, все уже. Так, ну что ж, эксперимент окончен. Победила, можно сказать, что имка. Прогорела она немного подольше, чем Зипа, но зато Зипа горела всю дорогу равномерным таким одним пламенем своим. Спокойненько прогорела и погасла, а имка устраивала какие-то возгорания, то есть пламя сначала держалось нормальное, обычное, потом оно начало увеличиваться, поднялось довольно-таки высоко, и вам было не видно, но на самом деле сверху шла страшная копоть, то есть такой черный дым струйкой такой поднимался вверх, то есть сильно коптило это длинное высокое пламя. Вот, а Зипы же никакой копоти не было, обычным своим огнем она отгорела свой ресурс и спокойненько погасла. Вот, в моем эксперименте прогорела дольше имка, но я могу сказать, что все это зависит от множества факторов.
от того, как уложен фитиль, от того, как утрамбована вата, от самого бензина. То есть, если вы повторите этот эксперимент, результат может быть совсем другим. В данном случае, в моем, он был таким, каким был. Вот, поэтому это не какая-то истина, это просто видео в развлекательных целях. Вот, давайте же посмотрим, что у нас внутри произошло с ватой, с самими зажигалками. Ну, как вы видели, в конце, когда они обе потухли, я их снова зажег, поэтому колесики, можно сказать, что выжили, а кремни тоже не повредились. То есть зажигалки остались рабочими. Вот даже немножечко еще что-то загорается после этого эксперимента. Какие-то пары, оставшиеся, немного приходят в себя и снова зажигаются. Вот. Это говорит о том, что сами зажигалки вполне себе рабочие, колесики не отпустились. Давайте посмотрим, как высекается искра. Искра нормально высекается, никаких изменений я лично не замечаю. Так, и здесь тоже замечательно высекается искра. Давайте вытащим капсулу и посмотрим. Фитилек торчит. Он, конечно, обгорел, внутри у него находится такая несгораемая прослойка какого-то материала и медная проволочка вокруг. Вот. Если бы он был тряпочный, как родной, имковский, он бы сгорел в труху. Так, ватка даже вполне себе целая. Так, внутри тоже все вполне целое. Кто еще не видел видео, где я кипячу кружку воды на вот этой свечке, не на целой зажигалке, а на одной вот этой свечечке, ссылка будет в описании. Там в конце вся вата внутри этой свечки была черная, она чуть ли не сыпался уже пепел с нее. То есть она там вся прогорела. А сейчас все внутренности выжили. Видимо, вот этот корпус защитил эту свечку от такого сильного перегрева и выгорания всего внутри. Разбирать ее не буду, потому что мы видим все цело. Можно только подтянуть немножко фитиль, обрезать его и дальше пользоваться. Сам механизм зажигалки тоже ничего не почернело, не обуглилось, не расплавилось. Все в прекрасном состоянии, как и было. Ничего здесь, как я вижу, не повреждено абсолютно. Все работает как и раньше. Да, но зажигалки еще вполне себе нормально горят. Но такое горение, если вот поставить, будет недолгим. Остатки еще живы паров бензина. Так, ну, что у нас с зипой? Да, все то же самое, никаких изменений. Колесико искру нормально себе высекает. Что у нас внутри? Внутри все как и было, никаких изменений. Все в прекрасном состоянии. И ватка, все белое, ничего не обуглилось. Вот. Вот такие дела, народ. Зажигалки еще горят. Но видно, что уже еле-еле какие-то пары выходят, горят. Имка тоже. Ну, горит она более равномерно сейчас, но пламя уменьшается, видно. Видно, что уже все. Ладно, не будем насиловать их дальше. Вот такой у нас был сегодня эксперимент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите любые комментарии и делитесь этим видео в социальных сетях с друзьями. Ведь вам не сложно, а мне приятно. Для развития моего канала это будет огромная помощь. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале, и все ссылки, как обычно, в описании под видео.